Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Сегодня я хочу продолжить пасхальную тематику и сделать ваши любимые ароматизированные чердачные игрушки. Делаются они очень просто, не зря их называют примитивами, но выглядят очень мило, а еще они потрясающе вкусно пахнут. Уверена, каждому из вас они точно придутся по душе. Поэтому я решила вас немного порадовать и хочу разыграть один такой пасхальный набор среди моих зрителей. Что для этого нужно сделать, я скажу в конце этого видео. А сейчас давайте приступим к работе. В первую очередь нам понадобятся шаблоны. Вы можете отрисовать их самостоятельно, а мои шаблоны можно скачать на Boosty. Ссылку на них я оставлю в описании под этим видео. Шаблоны распечатываем и вырезаем. Дальше нам понадобится ткань. У меня это хлопок, но подойдет любая плотная белая ткань. Предпочтительнее натуральная, например, хлопок, бязь или лен. И обязательно не стрейч. Ткань складываем в два слоя и переносим на нее шаблоны. Шаблоны располагайте на расстоянии минимум 1 см друг от друга, а лучше даже чуть дальше, так как обязательно нужно оставить место на припуске. Разрезаем ткань на отдельные фрагменты с шаблонами для удобства дальнейшей работы. И каждый отрез хорошо проглаживаем утюгом. Если оставить ткань мятой, то все заломы впоследствии будут видны. Нарезаем веревочку, у меня это вощеный шнур, на отрезки по 10-12 см и делаем из них петельки для подвеса. Петельки пока откладываем в сторону и возвращаемся к шаблонам на ткани. На каждой игрушке намечаем место подвеса и место набивки, а ножи – место выворачивания игрушки. На моих шаблонах все эти места отмечены. Вдеваем нитку в иголку и начинаем сшивать заготовки. Можно, конечно же, воспользоваться машинкой, но мне, честно говоря, проще и привычнее сшивать такие игрушки вручную. Начинаем сшивать с нижней отметки, поднимаясь вверх. Дойдя до верхней отметки, берем петельку для подвеса и вставляем ее внутрь, между двух кусочков ткани. Петелька должна смотреть вниз, то есть ее узелок будет сверху. Тогда после выворачивания игрушки петелька будет расположена так, как нужно. Петельку фиксируем на месте несколькими стежками и дошиваем игрушку до нижней отметки. Я обычно прошиваю игрушку сначала по кругу в одну сторону, а затем в обратную, смещая стежки примерно на 2-3 мм. Так, на мой взгляд, получается аккуратнее и надежнее. Теперь, отступив от шва примерно 4-5 мм, вырезаем заготовку игрушки. А в месте, через которое мы будем выворачивать игрушку, припуск можно сделать побольше. Чтобы игрушки после выворачивания не сборились, особенно это касается углов и изгибов, на припусках нужно сделать ножницами насечки. И аккуратно выворачиваем все игрушки, как следует распрямляя все швы. Дальше нам понадобится синтепух или холофайбер. Также можно использовать и обычную вату. Но учтите, что с ней игрушки будут немного тяжелее по весу. Наполнитель распределяем равномерно по всей игрушке и набиваем до тех пор, пока она не станет плотной и упругой. Но не переусердствуйте, до состояния бочонка набивать не нужно. После того, как все игрушки будут наполнены синтепухом или холофайбером, отверстие для набивки нужно зашить потайным или любым другим швом.
А теперь займемся ароматической грунтовкой. Для нее нам понадобится любой растворимый кофе, пакетик ванилина, у меня он весом 2 грамма, молотая корица, клей ПВА, горячая и холодная вода. В данный момент вода не попала в кадр. И 2 стаканчика. В 1 стакан насыпаем 2 столовые ложки кофе, высыпаем пакетик ванилина и насыпаем половину столовой ложки молотой корицы. Заливаем все это 8 столовыми ложками горячей воды и хорошо перемешиваем. Использовать нужно именно горячую воду, чтобы все сухие ингредиенты заварились и раскрылся их аромат. Во 2 стакан наливаем 3 столовые ложки холодной воды и 2 столовые ложки клея ПВА и как следует перемешиваем. В этот раз нужно использовать именно холодную воду, чтобы клей не свернулся. Переливаем содержимое 1 стаканчика во 2, постоянно помешивая. Смешиваем все до однородного состояния, и наша ароматическая грунтовка готова. Наносить получившуюся смесь лучше всего плотной синтетической кистью средней жесткости. У меня кисть номер 12 от Малевич из серии Энди. Наносим ароматическую грунтовку на все игрушки. Особое внимание уделяю швам и углублениям. Смесь старайтесь наносить равномерно, сразу и на лицевую сторону, и на заднюю. Саму смесь постоянно перемешивайте, чтобы клей не оседал на дно. И смесь я называю именно грунтовкой, потому что она не только дает игрушкам запах и цвет, но и делает игрушки после высыхания твердыми. Итак, наносим смесь на всю игрушку и подвешиваем игрушку на крючок. Крючки я сгибаю из проволоки. И отправляем игрушки в духовку. Я ставлю решетку на верхний уровень, разогреваю духовку до 180 градусов, подвешиваю игрушки на крючки на решетку и отправляю игрушки запекаться буквально на 5-7 минут. Отталкивайтесь от своей духовки, так как температура может отражаться некорректно, и постоянно проверяйте игрушки, чтобы они не подгорели. Можно даже запекать игрушки с приоткрытой дверцей духовки. На даче я запекаю игрушки 7 минут, а вот в квартире максимум 5, так как дальше они начинают подгорать. Хотя режим и температуры я всегда выставляю одинаковые. Даем игрушкам остыть и наносим 2 слой ароматической грунтовки. По желанию потом вы можете нанести и 3 слой или наоборот остановиться на одном. Но мне нравится делать именно 2 слоя. Так для меня получается оптимальный цвет и жесткость. Да, чем больше слоев грунтовки, тем насыщеннее цвет и тверже в итоге получаются игрушки. Снова отправляем игрушки в духовку на 5-7 минут запекаться при температуре 180 градусов. Вытаскиваем и даем им остыть. Пока игрушки остывают, я похвастаюсь вам своими новыми красками. Те, кто давно со мной знаком, знают о моей огромной любви к матовому акрилу, а также о моей любви к продукции фирмы Малевич. Сегодня же звезды сошлись, и у меня появился матовый акрил от моего любимого производителя. Как всегда, хочется отметить дизайн упаковки. Вообще, вся продукция Малевич отличается продуманностью к деталям и красотой оформления. И эти краски не стали исключением. Посмотрите, какие они красивые. Изначально все краски запаяны фольгой, благодаря чему они точно не протекут при транспортировке. Линейка матового акрила включает в себя 30 цветов в тубах по 60 мл. У меня пока только 11, но после работы с ним я поняла, что хочу себе абсолютно все цвета из этой линейки. Цветовую палитру я подбирала специально для сегодняшнего мастер-класса, причем рассчитывая на то, что некоторые нужные мне цвета и оттенки я буду получать путем смешивания имеющихся красок. И дальше в работе я задействую все цвета, которые вы сейчас видите на экране. Для тех, кто хочет работать с такой же цветовой палитрой, как у меня, я оставлю название и артикул каждого цвета в описании под этим видео.
Этот акрил превзошел все мои ожидания и оказался даже лучше, чем я смела надеяться. Он очень укрывистый, хорошо наносится, а после высыхания имеет очень приятную бархатистую поверхность. Особенно это заметно у черного цвета и синего. В общем, у нас с этим акрилом точно произошла взаимная любовь. Эти акриловые краски очень хорошо смешиваются между собой, что позволяет получить еще больше новых цветов и оттенков. А за счет большого объема туб вы сможете сделать очень много работ. Сначала я хотела взять только базовые цвета, но потом не удержалась и взяла лиловую, королевскую голубую и окись хрома. И ни капли не пожалела. Это очень красивые цвета. Причем они похожи на природные цвета, что позволяет использовать их как для росписи игрушек, так и для создания каких-то натуралистичных миниатюр. А в линейке матового акрила есть еще такие краски, как телесная, бирюзовая, малахитовая, фисташковая, зеленое яблоко, крем-брюле. Ну вы поняли, какие цвета точно дополнят мою коллекцию. А вообще, когда на рабочем столе стоят красивые тюбики с красками, лежат кисти, притягивающие внимание, так и хочется поскорее сесть за работу и наслаждаться творческим процессом. Возвращаемся к нашим игрушкам. Прежде чем переходить к росписи, нужно сделать карандашный набросок. Так вам будет намного удобнее раскрашивать детали. Набросок делайте еле заметно, слабо нажимая на простой карандаш. Иначе карандашная линия, во-первых, может добавить грязи при росписи, а во-вторых, в некоторых местах карандаш может просвечивать сквозь краску. Процесс росписи я решила показать отдельно для каждого вида игрушек. Думаю, так вам будет проще и понятнее за мной повторять. Начнем с куличей. У них самая простая роспись. Сначала белой краской раскрашиваем глазурь. Дальше нам понадобится коричневая сухая пастель или коричневые тени для век. Натираем немного пастели о наждачную бумагу. И сухой кистью средней жесткости тонируем торцы кулича. Если вы вдруг не найдете ни сухую пастель, ни коричневой тени, то можно воспользоваться цветными карандашами. Эффект получится примерно тот же. Темно-коричневой краской тонкой кистью аккуратно прорисовываем контур глазури. А дальше на глазури нам нужно нарисовать кондитерскую посыпку. Берем тонкую кисточку и сначала желтой краской ставим хаотично точки. Причем старайтесь делать точки разного размера и более кучно размещайте их в верхней части. Дальше ставим точки лиловой краской, затем королевской голубой и в последнюю очередь охрой. Куличи почти готовы, переходим к цыплятам. Сначала берем желтую краску и раскрашиваем непосредственно самого цыпленка. Белой краской раскрашиваем скорлупу яйца. Оранжевой краской, ее мы получаем, смешав желтую и красную, раскрашиваем клюв. Белой краской раскрашиваем глаза. Теперь глаза закрашиваем голубой краской и снова белой высветляем их от центра к краям. И делаем белые полукруги блики справа. Черной краской рисуем зрачки. Мои цыплята смотрят влево, но вы можете нарисовать зрачки по центру, тогда ваши цыплята будут смотреть прямо. Темно-коричневой краской рисуем контур глаз, брови и прорисовываем клюв. Подрисовываем реснички и голубой краской углубляем взгляд, затемняя верхнюю часть радужки. Белой краской ставим точки-блики в глазах. Блики ставьте в обоих глазах с одной и той же стороны. Разводим лиловую краску белой до бледно-розового цвета и рисуем румянец на щечках. Спонжем, краской цвета охра, немного тонируем торцы цыпленка, чтобы сделать его окрас интереснее, а игрушку в целом объемнее. И намечаем цыпленку подбородок. Темно-коричневой краской тонкой кистью прорисовываем контур скорлупы.
А спонжем с бело-голубой краской слегка тонируем все торцы яйца. Смешиваем белую краску с капелькой голубой и черной и получившимся цветом рисуем веточку вербы. Точнее, рисуем распустившиеся почки, а коричневой краской рисуем чешуйки почек и саму веточку. Белой краской ставим блики на распустившихся почках, а черной краской делаем эти распустившиеся почки пушистыми, то есть подрисовываем им черточки, имитирующие волоски. Темно-коричневой краской рисуем контур крыльев и подбородок. Цыплята тоже почти готовы, можно переходить к матрешкам. А сейчас, по-моему, самое время поставить лайк этому видео и написать какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно. А еще вы можете подписаться на этот канал, если до сих пор этого не сделали. И не забудьте нажать на колокольчик. Так вы точно не пропустите мои новые мастер-классы. А для тех, кто хочет поддержать меня финансово, в описании под этим видео я оставлю ссылку на свой канал на Boosty. Там вы можете оформить платную подписку, и все вырученные средства пойдут на покупку материалов для творчества и развития этого канала. Поэтому всем спонсорам на Boosty моя огромная отдельная благодарность. Матрешек или девочек с куличами, кому как больше нравится, я решила раскрасить по-разному. То есть у каждой из этих красоток будет наряд своего цвета. Цветовую палитру выбирайте на свой вкус. Сначала раскрашиваем платочки, затем рубашки. Обратите внимание, что ключи мы закрашивать не будем, поэтому старайтесь раскрашивать матрешек в этом месте очень аккуратно. И теперь раскрашиваем юбки. Белой краской раскрашиваем фартуки. И этой же белой краской раскрашиваем глазурь на куличах. Дальше смешиваем белую краску с капелькой лиловой и охры. И получившимся телесным цветом раскрашиваем лица девочек и ручки. Белой краской рисуем глаза. Бледно-розовой делаем румянец на щечках. Голубой краской намечаем радужку. Алой рисуем губы. Темно-коричневой краской тонкой кистью рисуем контур глаз. Рисуем носик, дорисовываем ротик, прорисовываем ресницы и брови. Черной краской рисуем зрачки. Коричневой краской рисуем веснушки. Белой краской делаем блики в глазах. Коричневой краской рисуем волосы, выглядывающие из-под платочка. Черной краской тонкой кистью выделяем акценты. Прорисовываем поярче ресницы и брови. И где нужно, делаем ярче контуры. Но в целом все контуры я советую рисовать все-таки коричневой краской, а не черной. Так, во-первых, работа будет выглядеть аккуратнее и нежнее. А во-вторых, черный цвет всегда больше притягивает к себе внимание. И любой недочет или кривая линия будут сильнее бросаться в глаза. Раскрашиваем яйца. Я их сделала разноцветными, но можно выбрать и какой-то один цвет, например, красный или желтый. Бледно-голубой краской раскрашиваем тарелку. И снова тонкой кистью коричневой краской прорисовываем контуры на яйцах, куличе и тарелке. Бледно-голубой краской добавляем цвета на фартук и делаем кондитерскую посыпку на куличах желтой, лиловой и голубой краской. Дорисовываем, где нужно, контуры и намечаем складочки на платке и рукавах. По желанию добавляем на одежду какие-то простые узоры. Я нарисовала полоски по краю платочков и добавила горошек на рубашке.
Спонжем краской цвета охра я немного прошлась по торцам всех игрушек, а потом добавила также спонжем еще и золотой краски. Но это уже на ваше усмотрение. Куличи я украсила веревочками и завязала на них бантики. А матрешкам на фартуке добавила кружево, приклеив его с помощью термопистолета. Наши игрушки готовы, и можно полюбоваться результатом. Я обожаю такой декор и за его нежный вид, и за потрясающий аромат. И могу вам с уверенностью сказать, что все, кому я дарила такие игрушки, были в полном восторге. Поэтому настоятельно рекомендую вам сделать такие же сувениры для себя или в подарок своим друзьям и близким. Скорее всего, с самого начала видео многие из вас ждали именно этого момента, потому что именно сейчас я скажу, что нужно сделать, чтобы стать участником розыгрыша вот этого милейшего пасхального набора. В первую очередь нужно быть подписанным на этот канал, поэтому если вы до сих пор этого не сделали, то скорее нажимайте на кнопочку «Подписаться». Во-вторых, нужно оставить абсолютно любой комментарий под этим видео. Ну и в-третьих, нужно дождаться 21 апреля, потому что именно в этот день я и объявлю победителя. И надеюсь, этот набор как раз вовремя успеет добраться к Пасхе. Я желаю вам всем удачи и не забывайте, что лучшей благодарностью за мою работу, как и всегда, остаются ваши лайки, комментарии и подписка на мой канал. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем всего самого доброго. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи! Пока-пока!